Тарталья — это персонаж в Genshin Impact, который является главным наносящим урон персонажем и отлично сочетается с большинством саппортов и других наносящих урон персонажей. Его особенность заключается в способности менять между ближними и дальними стилями боя, что делает его уникальным в геймплее. Преимущество Тартальи. Уникальный геймплей. Тарталья может легко переключаться между ближними и дальними стилями боя, что добавляет разнообразия и тактических возможностей. Взрывной урон ульты. Его ультимативная способность способна нанести огромный урон врагам, что может быстро уничтожить большую часть их здоровья. Не требует много ресурсов. Тарталья относительно не требователен к артефактам и оружию, и может хорошо справиться даже в командах с бесплатными персонажами и снаряжением. Элемент Гидра. Его гидростихия позволяет хорошо сочетать его с другими персонажами, создавая разнообразные комбинации и эффективные отряды. Гидроурон заряженных атак. Тарталья способен наносить гидроурон заряженных атак даже вне ближней стойки, что делает его полезным для формирования команд, не требующих дополнительного гидроперсонажа. Недостатки Тартальи. Требуется практика. Для максимальной эффективности Тартальи игроку потребуется время и навыки, чтобы научиться переключаться между стойками и контролировать откат навыков. Зависимость от созвездий. Более комфортная игра с Тартальей возможна только при наличии его созвездий, что может быть и недоступно для некоторых игроков. Требования к снаряжению. Для сборки Тартальи как основного ДД понадобится наилучшее оружие, артефакты и поддерживающие персонажи. Что касается рекомендаций по характеристикам и артефактам, то Тарталье следует искать следующие характеристики. Процент силы атаки, крит урон, шанс крит удара и мастерство стихий. Это основные характеристики для артефактов. Оптимальное значение. Сила атаки примерно с 1600 по 2100. Ну, то есть, чем больше, тем лучше, естественно. Критический шанс и критический урон в соотношении 1 к 2, что означает, например, 60% критического шанса и 120% критического урона и выше. Восстановление энергии. Около 120-140%, в зависимости от наличия второго гидроперсонажа в команде. Мастерство стихий 100-250 единиц, чтобы усилить урон ультимативного навыка при игре с пирогероями. В артефактах ищите следующие статы. Цветок жизни. Процент силы, критический урон, шанс критического удара, мастерство стихий. Перо смерти. Процент силы, критический урон, шанс критического удара, мастерство стихий. То есть то же самое, что и в цветке. В песке времени. Сила атаки в процентах или мастерство стихии в качестве главной характеристики. Критический урон, шанс крит удара, восстановление энергии в процентах, мастерство стихий в дополнительных характеристиках. Кубок пространства. Бонус гидроурона в проценте в качестве главной характеристики. Критический урон, шанс критического удара, сила атаки в процентах, мастерство стихий в дополнительных характеристиках. Корона разума. Критический урон или шанс критического удара в основной характеристике. Критический урон, шанс критического удара, восстановление энергии в процентах, сила в процентах, мастерство стихий. Это в дополнительных статах. Учитывая этих рекомендаций, Тарталья может стать мощным и универсальным персонажем в вашей команде. Для Тартальи важно выбрать лук, который подходит под его потребности в характеристиках и упрощает подбор артефактов. Вот некоторые из лучших вариантов оружия для него. Полярная звезда. Это сигнатурное оружие Тартальи и идеально подходит под его механику и стиль боя. Оно также предоставляет полезные бафы в общем рейтинге оружия. Оно занимает верхнюю строчку. Aqua Simulacrum. Этот лук является одним из лучших вариантов для Тартальи. Он обеспечивает большой критический урон и урон водяных гидростихий, но для максимальной эффективности требует наличия бафера на атаку в команде. Громовой пульс. Этот лук обладает высокой базовой атакой, критическим уроном и полезными бонусами. Он может предоставить значительный урон, но может уступать предыдущим вариантам. Небесное крыло.
Этот лук может сбалансировать критический шанс и критический урон, и даст урон как в обычные, так и заряженные атаки, а также в ультимативный навык. Зеленый лук. Этот лук обладает встроенным контролем и может наносить дополнительный урон, что делает его хорошим выбором, если вы ищете комбинацию урона и контроля. Ржавый лук. Этот лук стабильно усиливает обычные атаки Тарталии и предоставляет хороший прирост к силе атаки, особенно при повышении его уровня. Прототип полумесяц. Этот доступный лук можно скрафтить бесплатно и может стать хорошим временным вариантом, особенно на начальных уровнях. На R5 он также может конкурировать с легендарным луком, с легендарными луками, если выполнен пассивный эффект. Клюв Ибиса. Этот лук предоставляет бонусный урон при заряженных атаках в стойке Тарталии, что делает его хорошим выбором для активации пассивного эффекта. Хамаюми. Хотя по общему урону он уступает некоторым другим лукам, этот вариант довольно стабильный и не требует выполнения каких-либо условий. Также его можно скрафтить бесплатно. Но единственное, что если использовать этот лук, то по сути вы отказываетесь от ультимативной способности, так как при заряженной ультимативной способности усиливается дополнительный эффект этого лука. Выбор оружия зависит от ваших предпочтений, доступных вариантов и вашей команды. Но перечисленные луки предоставляют хорошие возможности для Тарталии и могут значительно увеличить его эффективность в бою. Лучшие артефакты для Тарталии. Сон нимфы. Отличный выбор для Тарталии, обеспечивая бонус к гидро урону и силе атаки. Особенно полезен без Беннета в команде. Сердце глубин. Еще один отличный набор артефактов, предоставляющий баф к элементальному урону и увеличивая урон после активации навыка. Эмблема рассеченной судьбы. Идеально для увеличения урона от взрыва стихии. Рекомендуется в сочетании с мастерством стихии и Беннетом в команде. Позолоченные сны. Подходит для игры в команде с пиро и электрогероями, активируя эффект увеличения силы атаки и урона элементальных реакций. Странствующий ансамбль. Увеличивает урон с ульты и заряженных атак. Особенно эффективен Сянлин в команде, но может быть заменен в будущем. Встречная комета. Альтернативный выбор при наличии щитовика в команде. Не рекомендуется без щита. Сон нимфы или сердце глубин плюс церемония древней знати. Хорошо, то есть 2+2. Хорошо подходит для Тарталии в роли, если вы его используете чисто ради ультимативной способности. Сон нимфы плюс или сердце глубины плюс конец гладиатора или воспоминания Семиналы или отголосок подношения или киноварное загробье. То есть опять 2+2. Универсальный вариант с бонусом на силу атаки. Ну и последний это воин. Подходит для новичков, но требует отслеживания времени бафа от 4 частей. Выбор артефактов для Тарталии зависит от стиля игры и состава команды. Но важно подбирать те, которые подходят к его характеристикам и помогают увеличить урон. Лучшие команды для Тарталии. Тарталия, Сянлин, Казуха или Сахароса, Беннет. Эффективная команда, где Тарталия поддерживает гидростатус. Сянлин и Казуха добавляют элементальный урон, а Беннет обеспечивает исцеление и баф силы атаки. Тарталья, Сянлин, Розария или Ганьюй, Беннет. Вариант без анема персонажа. Розария добавляет криво урон для реакции таяния, но слабо работает против боссов и невозможно так как их невозможно замораживать. Ну и против тех врагов, у которых резист к замораживанию, собственно. Тарталья Нахида, Казуха или Сахароза, Беннет или Тома. Команда, которая поддерживает постоянный статус горения на врагах и увеличивает урон от взрыва стихии Тарталии. Тарталья, Бейдол, Фишель, Беннет. Команда с реакцией заряжен, работает против группы врагов. Тарталья, Яймика, Синцю или Елан, Шинобу или Дори. Электрошок. Отряд с большим количеством электростатуса и урон от взрыва стихии.
Тарталья, Синцю или Еван, Фишель, Джин. Отличная команда с большим количеством электро и гидростатусов, состоящая из 3 дамагеров и одного баффера-хиллера. Тарталья, Нахида, Райден или Фишель или Бейдоу, Какоми. Команда, которая увеличит урон электро и создает бутоны, а Какоми обеспечивает дополнительное хп и закрывает гидрорезонанс. Тарталья, Калей или Нахида, Шинобу или Дори, Яо-Яо. Эта команда создает бутоны для электро-персонажа и поддерживает гидростатус, но требует сильного хиллера. Тарталья, Розария или Ганьюй, Казуха или Венти, Диона или Лайла. Эффективная команда для обратной заморозки, где Тарталья наносит урон, а другие персонажи поддерживают реакцию и защиту. Тарталья, Лиза, Калей, Барбара. Фри-то-плей команда от вегетации, где Калей и Тарталья создают дендроядра, а Лиза взрывает их. Ну, запускает их, так правильнее будет. Тарталья, Ниу, Нахида или Калей, Байджу или Яо-Яо. Это команда с Ниу, усиливающая гидроурон, и Калей, создающая дендроядра. Каждая из этих команд подходит для разных стилей игры и ситуаций, так что выбор зависит от вашего предпочтения и состава персонажей. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр, поставьте лайк этому видео, подпишитесь, если еще не подписаны, и посмотрите другие видео на моем канале. До встречи в следующем видео.